Через 4 дня после запуска пятидверного Джинни в Японии Suzuki получила заказ на 50 тысяч автомобилей. Спрос оказался столь огромным, что компания была вынуждена временно приостановить прием заказов. Поскольку производство ограничено 1200 единиц в месяц, ожидание нового внедорожника может длиться до 3,5 лет. И хотя компания только сейчас привезла в Японию пятидверный Джинни, предоставив ему название No-Mate. Самая практичная версия популярного внедорожника была представлена еще 2 года назад в Индии, где и налажено ее производство. По словам автопроизводителя, Джинни No-Mate сохраняет внедорожные качества Джинни на сложных участках, но при этом предлагает удобный доступ и комфортные сиденья для 4 взрослых благодаря дополнительным дверям и увеличенной колесной базе. Длина пятидверного Suzuki Джинни No-Mate составляет 3890 мм. Это на 340 мм больше, чем у трехдверной версии. Весь прирост пошел на продление колесной базы до 2590 мм, что обеспечило больше пространства для пассажиров второго ряда. Ширина 1645 и высота 1720 мм остались такими же, как и в меньшей версии. Дорожный просвет 210 мм позволили сохранить углы въезда и съезда трехдверной версии 36 и 47 градусов соответственно. Лишь угол рампы уменьшился до 25 минус 3 градуса из-за увеличенной колесной базы. Кроме того, возросла емкость багажника до 211 литров. Стиль передней и задней части Джинни No-Mate сохранил идентичность с трехдверной версией. Основное отличие – металлическая рамка и отделка решетки радиатора с 5 проемами. Сохранены такие знаковые детали, как пластиковые брызговики и круглые светодиодные фары Suzuki Джинни, оснащенные омывателями для защиты от пыли и грязи. Указатели поворота расположены по отдельности, а задние фонари интегрированы в корпус бампера. Удлиненная колесная база обеспечивает больше простора в салоне и позволила добавить 2 задние двери. Хотя они меньше передних, этого вполне достаточно для доступа ко второму ряду сидений. Кроме того, боковые зеркала заднего вида с 2 нижними зеркалами помогают снизить слепые зоны сбоку от пассажирского сиденья. Бамперы и днище кузова были тщательно спроектированы для предотвращения контакта с препятствиями даже в суровых условиях. Мощные бамперы изготовлены из монолитного прочного материала черного цвета, устойчивого к механическим повреждениям. Их форма со скошенными углами увеличивает дорожный просвет. Для защиты кузова от повреждений есть защитные накладки на пороге и колесные арки небольшого внедорожника. Модель доступна в 6 цветах, среди которых новые для серии Джинни оттенки. Ярко-красный металлик и небесно-голубой, и дополняет образ 15-дюймовые диски колес. Одна из главных особенностей – рама лестничного типа, специально доработанная для Джинни No-Mate, чтобы повысить жесткость и выдерживать увеличенный вес. При этом сохранена традиционная для Джинни система подключаемого полного привода All Grip Pro с понижающей передачей. Основной особенностью этой системы является то, что передаточное число не только регулируется с помощью коробки, но и устанавливается отдельным переключением на так называемые высокий и низкий диапазоны. Низкий диапазон используется для преодоления сложных участков дороги, таких как болотистая или заснеженная местность. Для поездок по городу или по трассе предусмотрен режим, при котором привод работает в высоком диапазоне только на задние колеса. Если условия на дороге ухудшаются, можно переключиться на полный привод, а для сложных ситуаций используется пониженная передача полного привода. Проходимость авто улучшается благодаря рессорной трехточечной винтовой пружинной подвеске, которая в сочетании с неразрезными мостами обеспечивает отличное сцепление колес с грунтом, даже когда одно или несколько колес зависают в воздухе. Система распределения крутящего момента LSD передает усилия на необходимые колеса, не оставляя для владельца Suzuki Джинни непроходимые дороги. Тормозная система, вентилируемые дисковые тормоза. Силовой агрегат остался без изменений. Это 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиных сил и 130 ньютон-метра крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до скорости 145 км в час. Покупатели могут выбирать между 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. В
паре с механикой расход горючего в городе составляет 7,5, а на шоссе 6,5 литра на 100 километров. Тогда как с автоматом эти показатели составляют 8,6 в городе и чуть меньше 7 литров на 100 километров по автомагистрали. Автопроизводитель утверждает, что двигатель автомобиля также отличается высокой надежностью благодаря дополнительным защитным мерам от воздействия воды, снега и гравия. Компоновка салона Suzuki Jimny No-Mate такая же, как в обычном Jimny, и единственная новация – увеличенный 9-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Внутреннее пространство выполнено в минималистическом стиле, удобное расположение органов управления и продуманные детали не заставляют долго привыкать к управлению автомобиля. Салон отделан пластиком черного цвета с гранулированной поверхностью. Панель приборов выполнена в кубообразном стиле и имеет подсветку. Рулевое колесо, обтянутое кожей, регулируется по высоте и оснащено демпфирующим механизмом. Сиденье обшито специальной технической тканью. Внедорожник стал просторным. На втором ряду место для ног больше на 90 мм. Кроме того, расстояние между левым и правым задними пассажирами увеличено также на 90 мм. А подушки сидений стали более толстыми, что обеспечивает более лучшую посадку и повышает комфорт и простор в дальних поездках. Спинка задних сидений и багажное отделение изготовлены из материалов, которые устойчивы к повреждениям и грязи. Окна внедорожника оснащены защитой от ультрафиолетового излучения для безопасного управления даже в условиях яркого солнечного света. Также дополнительно были установлены шумопоглощающие материалы для понижения шума от двигателя, ветра и дорожного шума. Комплектация Suzuki Jimny No-Mate расширена. В базе есть климат-контроль, парктроник, камера, датчик света, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения. Уверенность в любой ситуации обеспечивает усовершенствованная система превентивной безопасности Suzuki. Она предупреждает о возможном столкновении с подвижным или неподвижным препятствием, пешеходами, управляет экстренным торможением, контролирует пребывание авто в полосе движения, распознает дорожные знаки и управляет дальним светом. Стандартно установленные системы курсовой устойчивости, распределения тормозного момента, помощи при движении на склоне и предупреждения отката придают дополнительную безопасность на дороге. Новый Suzuki Jimny No-Mate, производство которого отлажено в Индии на заводе Maruti Suzuki, постепенно появляется в других странах и уже доступен в Японии. Стоимость модели на японском рынке составляет 17 200, что на $3700 дороже стандартного Jimny. Однако, похоже, Suzuki не ожидала такого спроса. Поэтому компания пока не раскрывает деталей по поводу появления удлиненной версии Jimny в других странах. Хотя новый Suzuki Jimny с увеличенной базой и относится к компактным внедорожникам, он обладает впечатляющими проходными качествами, позволяющими ему успешно преодолевать сложные участки дороги. Повышенный комфорт и практичность благодаря удлиненной колесной базе делают его еще более привлекательным для тех, кто ищет универсальность в компактном и недорогом внедорожнике, готовом к любым испытаниям. Поддержи канал лайком и подпиской. Впереди еще много интересного. До встречи в следующих видео.